Привет, друзья! Сегодня у нас на верстаке вот такой типичный китайский кухонный гигант за 120 рублей. Да-да, именно за сотку с небольшим. Клинок вполне ничего, а вот рукоять — классика жанра. Яркий российский триколор из тоненьких пустотелых пластиковых кусочков, которые держатся на двух винтиках и болтаются во все стороны, как флажки на ветру. Решил я эту хлипкую конструкцию полностью снести и за 2 часа сделать нормальную, удобную и практически вечную рукоять из обыкновенной 20-сантиметровой водопроводной полипропиленовой трубы. Да, той самой, что в сантехнике продается. Что в итоге получилось? Снял старую рухлядь, чуть подточил и округлил хвостовик, чтобы труба нормально села, нагрел кусок трубы в печке, быстро насадил на зажатый в тисках нож, еще раз хорошенько прогрел до состояния пластилина и слепил удобную форму под руку. Грубо ободрал лепестковым кругом на болгарке, довел бруском с наждачкой 80, мелкие огрехи убрал эпоксидкой. Финальная шлифовка 180, и все, нож готов к работе. За копейки и за 2 часа из откровенно дешевого ноунейм ножа получается инструмент, которым реально приятно и безопасно работать. Смотрите весь процесс без ускорений, все по-честному. Если тоже устали от разваливающихся китайских рукояток, ставьте лайк заранее, будет полезно. Поехали!
Я же не ставлю четырка. Это я на это же не снимал. Не знаю, на что какой-то черно-белый кино. Белый что ли? Это белый Мерседес. Да это я какой-то телефон был. Вот это. На телефон снимал. Во-первых, надо уметь снимать. Ты это все должен знать. Хавать должен. Да, это все для этого не просто так учатся. Не просто что это. Четко. Мне самому нравится. Ты, по-моему, грунтуешь. А грунтовать у тебя хорошо получается. Если еще и красить у тебя так получалось. Я бы себя маляром называл. Вот смотри, у меня нож. Леплю как это, пластмассу. Как пластилин. Ну, сейчас черновой вот так хватит мне. Потом я сделаю. Не черновой тоже сделаю. Ну все, вроде бы черновой сделал. Черновой сделал. Сейчас потом поверх еще облицовочную сделаю.